Всем привет, ребят! Вы на канале Margulis Channel, и мы сегодня продолжаем проходить Silent Hill 2. Собственно, ходим по второму этажу, начинаем, вернее, исследовать второй этаж гостиницы. Он же, кстати, третий получается. Итак, по карте у нас что? Ага, туда вообще не пройти, тут два номера только. Поехали. Закрыто, это хорошо. Что-то блестит на полу. Тут не видно. Угу. Тележка. Пистолет, здрасте. Не будем пока, я думаю, его экипировать. Зачем? Собственно. Замок закрыт, все закрыто, сломано. Дырки от пуль в стенах. Окей. Все, выходим. Закрыто. Но выхода особо нету, значит, пойдем на второй этаж обратно. Ну, кто-то ходит там. Только не шипит. Ну, там никого нет. Ну, как бы мне туда не подойти. Ну, если не подойти, значит, не страшно. Пошли назад. Так, есть пистолет, но что толку-то от него? Пойдем обратно. По всем комнатам пробежимся. Закрыто. Блин, там тоже закрыто. Хотя почему оно закрыто не отмечается? Вроде везде уже был. Возможно, мне надо будет потом в эту комнату. Она просто, ну, как бы сейчас, хоть и закрыта, но недоступна просто. Ну, типа, ты должен ключ найти, там, вся фигня. Так, вот здесь вот это. Тихо, тихо. Мусоропровод. Стрел, но у меня же да. У меня же в инвентаре больше ничего нету такого. Нет. Не знаю, мусор не достать. Нечем. По идее, если это мусоропровод, и там вот возле стены на улице, там была этот какой херня с мусоркой, то, что я показывал в первой части. Значит, получается, надо туда как-то двигать, или надо, чтобы этот мусор упал. Как это сделать, я пока что-то без понятия. Вон он закрыт. Кто-то орёт. Что это было? Блин, я не успел прочитать. Подожди, опять все комнаты обходить. В какой комнате именно орали? А, пирамид Кэт. Сейчас я все-таки потише сделаю. Уж больно громко.
Угу. Очень шумно, когда я, блин... Но почему-то изменение звуков тут не меняется. Все равно сильно шумно. Телевизор, что-то меняется, короче. Так, сейчас мы там все возьмем. О боже, кто это мог? Это очень похоже на него. Труп. Возможно, это он и есть. Так, что-то появилось. Ключ. 202. Блин, ну есть резон вообще, в принципе, все тогда смотреть. Чисты, короче, пока нет. Так и будет написано ключ от гребаных часов. В пирамидах это нет. Он свалил. Так, какие у нас еще комнатки-то открыты? Может, там что-то и появилось? Ну, по-моему, так до хрена патронов давали. 210, наверное, ничего нету. Возможно, 205 что-то есть. Не знаю. Ну, давай сходим, что делать. Остальное все закрыто. Надо идти в 202 раз. Ключ дали. Да, 205. Выдыхай, чувак. Ощущение, что он бежит с задержанным дыханием. Так. Подергаем. Да нет, походу... Ничего тут не изменилось. Погнали, короче, 202. Правильно? Да. Блять. Камера. Вот я не знаю, сейчас бежал куда, в какую сторону. Да, 202 тут. Вот он. Что у нас тут есть? По-любому что-то есть. Давай на кухню сначала. Номера, в принципе, сделаны одинаково. Учебный напиток. Тут у нас сохранение. Красное уже светится. Эй. Ну ты не дури. Какого хрена? Нет. Просто красный шкафчик. Зачем мне это? Угу. Более-менее комнату осмотреть можно. Пойдем к бабочке. Чего нет? Тут закрыто. Вон. Так, тут красный. По-моему, тут дырка будет. Что-то такое вот. Бабочки. Аквариумы. Всяческие. Тело мертвой бабочки. Ничего интересного. За базуку какой-то станок работает. Слишком темно, чтобы сказать точно, но мне кажется, с другой стороны этой дыры что-то есть. Проверить. Я помню, что он руку-то засунет. Но я бы, блин, вот честно, я бы не совал лично, и вот мое мнение. Я бы не пихал в это всякие подобные отверстия свои конечности, потому что это опасно. А? Да, он сначала испугался, руку отдернул, запихнул ее заново. Чувак, ты что, идиот?
Ну, там херак и капкан какой-нибудь и все. Ключ от часов, вот, пожалуйста. Да я больше ничего не. Я помню, я, кстати, не нажимал на осмотр, ну ладно. Замок сломан. Ну все, по идее, нам только к часам. Чик. Давай, часы. Часы у нас находятся вот тут. Все понятно. И тут. Нет, дальше. Сейчас надо будет записку прочитать. Что она с чем? Эта записка должна быть, она от человека, который здесь жил. Ну это стопудово, это его труп. Ну, в смысле, главного героя. За кого играешь? Стоят 3 стрелки на разной высоте. У всех 3 есть различия в длине и толщине. Ну, это часовая стрелка имеется в виду и минутная. Кто медленно, кто быстро, направо шли они. Скотт замер на числе 15, а не 3. Угу. Угу. Так, Скотт, 3 часа. Чарли, Милдред, Скотт. Скотт не 15. 15, а не 3. А тут время получается... Это где-то число 9, Чарли. Милдред. Но это где-то... Она, кстати, самая длинная, это Милдред. Самая длинная стрелка, это, наверное, минутная. А вот Скотт или Чарли, кто из них? 3 либо 9, короче. А Милдред, получается, минут на 5 где-то. Минут на 5-10, примерно так. Так, давай. Остановились, циферблат закрыт, заперт на ключ, не могу до стрелок. Так что ты, блин, возьми, используй ты. Или надо отдельно. На конце ключа небольшие часики. Лежал в дыре. Ну вот, все. Использовать. Надо отдельно почему-то этот предмет использовать. Хотя до этого к дверям он подходит и открывает двери самостоятельно. Ну ладно. Так. Давай на 3 часа. 3 часа где-то примерно. Ну да, вот 5-10 минут, короче. А 3 часа 5 минут? Нет. 10 минут нет. Ну давай тогда. Пробуем на 9 часов. И где-то 5-10 минут. И трещат противно. Оп. Открывульки. Теперь часы можно двигать, да? В часах есть надпись: шрамы прошлого устранят гвоздь, останавливающий время. Да, да. Все. Все хоккейно. Телек довольно-таки громко шумит. Я не знаю, что такое со звуками, но звуки довольно-таки шумные в игре. Любой шум. Замок сломан. Тоже сломан. Так, ищем выход. 2 двери тут закрыты. А где я вообще? 209. Это я, получается, за решеткой, короче. Все понятно.
Тут что-то есть. Это, по-моему, выход на балкон или что-то такое. Раскривушка. Ну, сохранение. Блин, ну давай пока не будем сохраняться, просто обойдем эту комнату и потом перед выходом уже сохраниться. Ну, чтобы потом, если что, не собирать все это заново. Хранение тут, ну, относительно пока часто. Да, я понял. Тут у нас ничего. Тут все закрыто. Ну все, теперь можно сохраниться. Теперь я спокоен. Давай на 3 сейвах, короче, будем ютиться. Или даже на 4. Ну, чтобы если что, там можно было переиграть. Всех дел. Всех дел и всех благ. Угу. Опять узкие коридорчики. Ну, надо думать, экономия графики. Так, вот здесь пирамид Хэт стоял, кстати сказать. Не шагу назад, только вперед. Дальше там, кстати, идти больше некуда. Из любого положения. Давай вниз. Мать, первый этаж отследовать. Давай сходим. Закрыто. Ну, уже проще. Значит, попрем сейчас на этот, как на 3. Там показалось или что-то нарисовано. Он прям зырит что-то вот туда. Куда-то он зырит прям. Насматривает. Патрон. Угу. Патрон до хрена. Пока дается. Пока раздают их хорошо. Вон там кто-то идет. Зайдем. По очереди. Как обычно. Так лучше, кстати, видно. По прямой. И тут... Ага, слушай, я, получается, с другой стороны решетки появился. Все, я понял. Ну, мне и карты в руки. Закрыто. Ну, вторая часть уже чуть-чуть поприятнее играется. Все-таки вторая плойка, как бы. О! Пирамид Хэт дрючит своих подопечных. Или он разрывает их, что-то в этом роде. Зря спалился. Ну, тут просто пирамид Хэт, он просто взял его и пощадил, и ушел, короче, не стал ему голову делать. Так бы он его замочил. Пистолет на него не действует, по-моему. Так, вот тут я видел ключ, во-первых. Ключ от двора. Отлично. Потом мы выходим. Подожди. Он слинял вот сюда.
тут такая сцена, короче, была вот непонятно. То ли он их дрючил, то ли он их разрывал как-то на части и мочил. Непонятно. Но он должен был, типа, наделать в штаны. И сейчас мы их ходим сушим, соответственно. Ключ есть от двора, значит, надо либо вниз. Ну, сейчас, естественно, все пройдем. Пару ключей мы точно должны здесь собрать. Второй ключ должен быть этот. Кто-то куда-то идет. Либо он сзади появился. Так. Я опять запутался. Где я нахожусь? Давай назад пробежимся. Нет. Значит, они вон там. Товарищ хороший. Давай. Блять. Я не попадаю. Не попадаю я в этот тайминг дебильный, блин. Когда он именно плюется в меня этой херни своей. В какую сторону решетка? По-моему, вот. Или нет? Рано нам туда еще. Поворачиваемся. Вот он ключ. Это у нас ключ от чего? Пожарный выход. Какая-то из каморок открылась, получается. Пистолет. Ой, каморок. Получается, какая-то из этих... Ну, один из выходов пожарных, короче. С правой, либо с левой стороны открылся. Не знаю пока. Я не знаю, блин. Смотрим, короче, что там по здоровью. Пистолет, наверное, надо. Надо все-таки пистолет. Слишком близко они ко мне подходят и слишком много сносят. Давай, кто из вас? Ну где он? Угарно бегают они. Точнее, ползают мордой вниз. Чем-то меня напоминает, когда я бухой. Я также перемещаюсь. Так, похоже, телефон что не работает. Ну, что-то он зырит тут, я не знаю. Вот он куда зырит. Назыривает он. Кстати, довольно-таки многовато, получается, патронов уходит на одного такого гондона. Сколько я сейчас? Штук 5, наверное, спалил, да? Это много. На каждого моба. Я тут больше ничего не пройти, не проехать, да? Да, не взять ничего. Где-то вот тут ход на балкон какой-то, я что-то такое припоминаю. Нет, не здесь. Кстати, на картинах какие-то надписи. Это не прочитать. О, кто такие?
какие-то два гомика, еле видно. И здесь тоже, да, не пробраться, ничего. Это шкаф. Я тут смотрю, дверей вообще, в принципе, не очень-то балуют особо. Такое ощущение, что все двери остались где-то там. Так. Все, я отсюда вышел, значит, надо туда. Халку надо туда. 34 закрыто. Это вообще не комната. Надо на второй этаж будет двигать, скорее всего. На второй этаж. И, кстати, я, по-моему, спустился. Ага, я сейчас, получается, в правом крыле. Я вот... Это обходит это дело стороной. Все понятно. Я сейчас пойду тупо на второй этаж, короче, и надо будет смотреть, какие проходы из них с синими дверями можно будет пожарные выходы какие открывать. Заколочено. Ну давай, конечно, обозначим на всякий случай. Не может открыть дверь. Мне то ли во двор, то ли на этот, как его, то ли по пожарному выходу надо двигать. Пока не знаю. Так, тут ход, первый этаж. Давай здесь вот еще посмотрим. Это же фойе какое-то. Тут у нас ничего такого. Тут тоже ничего такого. Выйти. И здесь открыто. И мы находимся, получается, где-то на улице. А вот где? Все понятно. Все понятно. Я, получается, с одного здания как-то в другое перешел. Не исключено. Тихо. Только заходишь, вот эта дверь, наверное, самая неприметная. Еще. Никак. Все, я понял. Так. 106, 107. Я не знаю, если тут с этих комнат не будет выхода во двор, либо перемещения в другое здание, придется возвращаться через Святую Хурму. Что это такое? Сок в банках. А что это сок дает? Смотрим. Тын-тын-тын. Упаковка с 6 банками сока. Нашел в коридоре на первом этаже. Прикольно. Слушай, может быть, это в мусоропровод кинуть надо? Потому что, по-моему, использовать я это не могу уже. Правильно? Сейчас еще попробую. Это же не хилы. Да, это не хилы. Значит, применяем это на мусоропровод. Что-то такое вот припоминаю. У нас же не может быть, правильно, аптечки и маленькое лекарство, это обезболивающее. И еще банки сока сверху. Там ампулы будут большими аптечками, мега аптечками, короче говоря, если так удобно. А этот сок надо куда-то использовать. Так, карта. Карта. 300 номер. Блин, это так назад аж пердолить надо. Аж пердолить. Ну, кстати, там и выход есть, наверное, пожарный. Так, теперь нам... Подожди. А если он швырнет со второго этажа это все дело? Что-то я паузу с инвентарем путаю. Нет, не здесь. Ладно, сейчас тогда двигаем на второй этаж. Далековато, ну что делать? Прям через дыру. Или не через дыру, как я туда попал. Я уже забыл. Тут-то второй этаж открыт, правильно?
Но, кстати, можно еще и первый попробовать. Ключ этот пожарный закрытый все равно. Ладно. Я должен был убедиться. Я не помню, если закрыто, то это значит то, что у тебя ключа просто нету, или у тебя будет она всегда закрыта. Когда замок сломан тоже. Ну ладно, это надо определяться. Так, тут у нас решетка. Правильно? Правильно, решетка. Вот один, только через комнату, через дыру в комнате. Не здесь, вот тут. Конечно, эти, блин, переключения камеры заставляют очень конкретно успевать быстро перестраиваться. Да, вот сюда. Кидаем эту фитюльку. Бла-бла-бла. Все. Да, отлично. Смотри-ка. Теперь мусора нету, да? Потому что мусор провалился вниз. Да, и сразу вниз, короче, тогда вот мы здесь вот спускаемся. Еще, короче, ключ у меня есть от перехода с одного здания в другое. Как-то так, короче. Вот пожарный ключ этот надо тоже использовать. Сколько у меня ключей? Ключ от пожарного выхода, от двора. То есть даже двор еще как-то должен выйти во двор. Ключ от двора, я понял. Но мы сначала во двор сюда выходить не будем, потому что там, возможно, переход в другое здание. Мы сначала просто мусор возьмем. Вот этот вот. Я не помню, что там в этом мусоре полезного, но его обязательно надо взять. Не зря же там квестовый такой предмет, типа в виде банок сока, и ты просто мусор бросаешь, чтобы там ничего не получить. Нет, тут так это не работает. Да. Мусорный пакет разорван и содержимое разбросано повсюду. Взял монету старик. Ну, я помню, там какая-то загадка будет со стариком, змеей и что-то еще там. Монетки надо будет в определенной последовательности по загадке выстроить. Это что, местная желтая пресса? Сегодня полиция сообщила о том, что Уолтер Салливан, арестованный 18 числа этого месяца за жестокое убийство Билли Локейна и его сестры Мириам, покончил жизнь самоубийством в своей камере ранним утром 22 числа. Согласно заявлению полиции, Салливан воспользовался столовой ложкой, чтобы проткнуть себе шею и повредить сонную артерию. Когда охранник нашел его, Салливан скончался от потери крови. Ложка была воткнута в его шею на 5 сантиметров. Жуть какая. Старый одноклассник Уолтера Салливана из его родного города, Плезант-Ривер, сказал, он был не похож на человека, способного убить детей. Но я хорошо помню, что незадолго до ареста он постоянно нес странную чепуху. Вроде «он хочет убить меня, он хочет наказать меня, монстр, красный дьявол, простите меня, я сделал это, но это был не я». Одноклассник также добавил, теперь я думаю, что он был немного сумасшедшим. Но я думаю, чтобы самого себя замочить, как бы это надо недюжинное самообладание, по крайней мере, как бы. А еще к тому же там в шею себе ложку воткнуть. Борза, борза. Все в крови было. Ну, значит, он был двинутый скорее. Так, давай-ка сохранимся. Че мы тут бегаем? Что-то мы тут бегаем мимо сохранения и никогда не сохраняемся. Давай вот четвертый. Четвертый слот займем. Ничего страшного.
Еще какой-то пожарный выход можно юзать. Мне вот интересно, какой именно. Так, и я, получается, нахожусь. Угу. Но это мало, конечно, что мне полезного дало. Есть какой-то или бассейн, или что-то такое. Давай тогда мы пробежимся вот так по кругу. Тут уродов до хрена. 3 или 4, по-моему. Что-то такое. Всё. Засилье зла. Давай бежим. Тут никак ничего, да? Они тут в бассейне трутся. Не достать. Давай вот так зайдем. При таком количестве монстров, так как они орут. Вроде одного ухерачил. Нет, он дальше продолжает полы. Ай-яй. Добиваем. Допни ты его. Ну, патронов я тут достаточно потратил. Монета змей. Да, слушай. По-любому сюда обязательно надо было идти. Без этого никак. Твою мать. Взял, долбанулся, ну что-то за этот самый. Так, ну все, я тут по кругу, получается. Прошел, главное тут не вольтануться с этой херни. Аккуратненько. Тут, наверное, не пойти. Лягушатник, этот бассейн детский, тихо. Все. И выходим. Так, теперь надо двигать. Сейчас я посмотрю, там где-то вот к комнатам, да, вот. Вот оно. Комнатам надо поворачивать. Подожди, я отсюда пришел. Нет, я не отсюда пришел. Верно. Хрен знает, он задел меня или нет. Где он? Он уполз далековато, кстати, от меня. Куда-то вообще он. Вообще далеко уполз. Очень не хочется на него патронов столько тратить опять. Где этот урод? Нет, он не тут. Значит, он где-то здесь. Успел? Да, вот он. Добил. Все, отлично. А то придется его заново потом мочить. Это геморройно. Так, давай смотреть, короче, откуда. Давай 101. Со 101 начнем. Тут у нас ничего.
Ничего полезного. Кто-то блюет. А, катсцена с жердяем. Сейчас. Сейчас мы к тебе обязательно подойдем. Че? Что за... Кто мог такое сделать? Большой вопрос. Это жердяй его замочил или он просто увидел его? Я не помню. Тут у нас патроны. Патроны берем. Отлично. Ход на балкон. Нет, на балкон хода не будет. Катсцена? Да. У жердяя копилка торчит. Это не я. Этого я не делал. Делал что? Я ничего не делал. Я клянусь. Он же был такой, когда я пришел. My name's James. Меня зовут Джеймс. Sunderland. Сандерленд. Eddie. Эдди. Eddie. Эдди. Кто этот труп на Dead guy in the кухне? kitchen. I didn't do it. I swear. Я этого не делал. Клянусь. Я никого не убивал. You're not friends with Ты that. ведь не друг той красной пирамидоголовой штуковины. Red pyramid thing. Я не понимаю, о What чем you ты. talking about? Honest. Честно. I did see some. Но я видел очень странных монстров. They scared the hell out Они of me. напугали меня до смерти, поэтому убежал отсюда. Well, Но я не думаю, что this это place место isn't too безопасно. safe either. What happened here Так что anyway? здесь все-таки случилось? Я же I сказал, told you. я не знаю. No, I'm not even from this town. Я даже не из этого города. I Я just- просто... You too, huh? Ты тоже... Что-то привело тебя сюда, верно? Brought you here, right? Да, можно и так сказать. Well, whatever Ну, it is, что бы это ни было, I think you better get out of here. думаю, soon. тебе лучше выбираться отсюда поскорее. Yeah, you're right. Да, ты прав. What about you? А как же I'll ты? leave as soon as I'm done. Я уберусь отсюда, как только все закончу. Eddie, Эдди, be careful. будь осторожен. James, Джеймс, I, ты тоже будь осторожен. Не ссы, жердяй. Мы будем максимально осторожны. Если не ошибаюсь, по-моему, в Silent Hill у каждого из нынешних здесь присутствующих, так сказать, персонажей будут монстры свои. То есть Джеймс видит одно. Ну, там, колготки от чуваков, блюющих на тебя. А жердяй видит что-то другое. У него типа свои монстры в башке. Он не успел. Эх, печалька. Вот не успеваю я. Не успеваю я на эту херню. Ну ладно. Пока есть обезболивающие, живем. Так, что, мы пробежимся по первому этажу сначала, потом будем в закутки. А нет. Мне только по прямой, кстати сказать. Тут у нас это выход куда получается? Какой-то крылом. Возможно, для этого понадобится ключ. Я вот прямо ключ мне за покоя не дает, который от пожарного выхода. Куда же он все-таки? Даже его все-таки приладить. Закрыто. Ну и там, наверное, да, закрыто. Блять, ну ни хрена не видно. Мочи. Есть. Так, есть потрошки. Берем. Я вот не помню, в первой части он смотрел на предметы, которые может взаимодействовать, поднять. По-моему, нет. Если это так, то
сделали они с этим ну, в этом плане гораздо удобнее, то что он хотя бы может взглянуть куда-то, то что может подобрать. Ну, эту дверь еще дернем на всякий случай. Да, я понял. Так, ну это в коридоре вроде в этом все, да? Я смотри-ка, еще один код здесь есть. Дверь открыта. И я, получается... Я запутался. Запутался, где я нахожусь. Давай сюда сбегаем. Вот в этот пролет, который будет, по идее, направо. Нет, не направо, а налево. Замок сломан. Ну да, уже проще. Значит, надо искать где-то, куда применить ключ от пожарной лестницы. Пожарный выход. Вот такой же он должен быть. Какая-то из них на этаже. Только на каком, хрен его знает. Так, тут все. Да, тут было закрыто, короче. Я здесь проверял. Там просто он писал закрыто. Сейчас посмотрим. Тут дверей-то, кстати, немного. Тут решетка. Да, тут решетка. Надо, получается, из одного здания перебраться в другое. Вот только на каком этаже, хер его знает. И помимо, мимо того, что ты будешь перебираться с одного здания в другое, как раз и будет босс. Будет босс Pyramid Head. Патроны там будут даваться, сохранение и все такое. Главное, как удивительно память работает, да? Ты помнишь же, блин, где примерно патроны будут лежать с сохранением, но ты ни хрена не помнишь, в какую дверь зайти, чтобы туда попасть с этими патронами. Вот хер знает, направо, налево. Пойдем вот туда. Там уже открыто. Ну да, возможно. Наконец. Как в точку-то, а? В точку-то как? За дверью нет пожарной лестницы. Возможно, ее сломали, когда строили соседнее здание. Думаю, я смогу попасть в соседнее здание, если пролезу из окна в окно. Логично. По-моему, альтернативные, кстати, миры тут начнутся с больниц. По-моему, да. Когда ты в больницу попадаешь уже. По-моему, это, кстати, будет и следующей локации сразу же. После вот этого гостиницы. Я не ошибаюсь. Вот, альтернативные миры начнутся, то есть после сиренные, так сказать. Так, все. Сориентироваться что-то тяжеловато было. В коридорчиках в этих узких ни хрена не понятно. Так, тут дверь. Я отсюда вышел. Да, тут у нас что? Сейф. Понятно. Тихо. Может, на стенках что-то написано? Такое бывает. Обезболивающий. Это больше ничего такого нет. Где-то будет.
Блять, пинанай ты его, а. Все, он удрал. Сучара. Где это говно? Иди сюда, блядь. Он где-то по коридору, сука, ползает. О. Блядь, спрятался, а? За ним прям. Все сдохли. Нет, не все. Блядь. На. Все. Конец. Давай возвращаемся назад. Блин, много патронов я потратил на это все дело. Я ж просто по прямой дошел. Так. Где-то вот я отсюда, по-моему. 202, кстати, комната. А что у них? А, ну это же другое здание. У меня нет карты этого места. Отлично, блядь. Просто замечательно. Была же карта. Или это уже типа другое здание и все. Пошел в жопу отсюда. Окей, 203. Угу. Я только что оттуда, по-моему. Если тут сейф, то я только что отсюда. Да. Но только не говорите то, что вы опять появились. Ну зачем? Ладно. Чё? Я не могу открыть эту дверь. Замок сломан. Иди сюда. Это, по-моему, выход на лестницу, да? Нам. Рано. Рано на лестницу. Замок сломан. Так, у нас получается... Блять, карты-то нет. Да я понял, да. Хоть, знаешь, это... Хоть фонарь не забрали. И то спасибо. В чем это говно, блядь? Где-то рядом вообще ползает. Ну да, комнатно. Ну вот он, сука. Блядь, не добил. Придется все комнаты, а потом обратно обыскивать. Закрыто. На двери висит записка. Дорогой Тим, мне надо выполнить одно поручение, так что я уехал. Я оставил ключ у дяди Дэвида. Ты знаешь, где он живет, верно? Комната на первом этаже, рядом с лестницей. Я вернусь, как только смогу, так что присмотри за домом, пока меня нет. Так, я понял. Блять, опять это залупа тут. Вы серьезно? Давай-ка мы это оружие поменяем. Неохота мне на нее пистолет тратить. Блядь, это он этот сзади хуянчик. Чувак, ну, блядь. Задолбало. Чё за нахер? Я только что решил, думаю, да, палку поменяю. Ну, как бы поставлю палку, чтобы просто, ну, по щам не получить. В итоге, ну, точнее, не чтобы по щам не получить. Там этот хрен, думал, я ползает, короче. И можно вот это вот колготки эти замочить, короче, палкой. Потому что, ну, они не швыряются, их можно на расстоянии просто похерачить. В итоге этот урод ползал, решил встать и меня просто поплевать. Еще и с двух сторон они на меня накинулись. Вот что за отстой?
Так, надо карту. Нету тут и карты. Все закрыто, кроме лестницы. Давай на первый этаж. Писалось что-то в записке про первый этаж. Может быть, там что-то сразу же уже есть сходу. Та-дам. Блин, по-моему, рано я сюда зашел. Хочу вот здесь проверить. Да-да-да, вот здесь. Что это такое? Не могу открыть дверь. Ладно. Окей, пойдем туда, где все шипит и орет. Чё? Там кто-то мелкий. Блин, а в какую сторону идти? Та-та-та-та-та. Плохо дело. Ай-яй-яй. Блять, задел. Что-то меня мелкий этот, блин, вообще с толку сбил конкретно. Жучок этот. Надо было не убегать, короче, паровоз не собираем, как обычно. Плохо закончится. Карты. Так, ну хотя бы инвентарь-то есть. Да, блин, да. То есть один удар меня столько снес. Вы серьезно? Че это у нас? Комнаты немножко другие стали. Помимо зеркального отражения, они стали, короче, какие-то более вытянутые. Побольше предметов на кухне творится. Да. Ну тут определенно что-то есть. Вот, патроны вижу. Угу. Отсюда я зашел. Здесь дверь забита. А вот здесь открыто. Катсцена. Так что-то я подвисла она. Сейчас разглючит, наверное. Надеюсь, что разглючит. Эй. Конечно, спасибо за музыку. Монета заключенный. На полу валяется журнал, ничего необычного. В касцене баба трещала там то, что она там типа одна, она там вся опечалена, мысли суицидные у нее там и так далее. Она с ножом валяется. Не знаю почему, но катсцена заглючила, очень жаль. Так, откуда я пришел? Я опять потерялся. Вот как без карты быть, а? Ключик. Спасибо. Карту дайте. Дайте гребаную карту. Просто вслепую, куда бегу, я без понятия, короче. Да. В каких комнатах был, в каких не был. Да. Придется заново потом же все отбегать. Отстой. Так, я тут был, да? Да. Когда он выходит из комнаты, тебе, значит, все время, если ты прямо бежишь, то тебе направо. Это надо дело запомнить конкретно. А то сейчас я постоянно буду круги наворачивать. Так, это комната сейфа. Нет, это не комната сейфа. Другая какая-то. Ну, двери тут похожи. Вот, кстати, сказать.
Тут написано на столе: в 5 отверстиях 3 монетки сверкают. С одной стороны искуситель Евин почивает, позади женщины нежный ветер кружит, бесформенный 0 намного дальше лежит. Старик рядом со змеем сидеть не желает. Он слева от заключенного дряхлеет и увядает. Так, нужен, короче говоря, бла-бла-бла. Заключенный, по-моему, да, у меня монеты? А, нет, все 3 есть. У меня есть все 3 монеты. Змей, старик и заключенный. Давай еще раз прочитаем загадку. С одной стороны искуситель Евин, сзади женщины нежный ветер, кружит бесформенный 0, немного дальше лежит. Старик рядом со змеем сидеть не желает, 2 монеты рядом. А, нет, не желает, значит. Он слева от заключенного дряхлеет и увядает. Так. На доске находится 5 дюймов круглых углублений. Надо как-то применить их. Да, видим. Ставишь монету. Так, змей, змей, змей. Посередине, возможно. Заключенный. Змей по левую сторону от заключенного. Как-то так. Так, ну. Подожди, я пока никакую не хочу вытащить. Старик. Дряхлеет и увядает. Нет. Надо подумать. Смотрим. Я пока в мыслительном процессе. Еще загадку еще разок прочитать. Сохранение, кстати, давненько не было. Так, читаем еще раз загадку. А что, ее нету, что ли? Так, давай еще раз. Может быть, тут написано заметки. Так, вот. 3 монетки. В 5 отверстиях 3 монетки сверкают. С одной стороны искуситель Евин почивает. Искуситель Евин, значит, это змея. Позади женщины нежный ветер кружит. Ой, знает. Бесформенный 0 намного дальше лежит. Старик рядом со змеем сидеть не желает. Он слева от заключенного дряхлеет и увядает. Так, заключенный, слева старик. Так, получается, старик, заключенный и змей. Сейчас посмотрим. Так, а вот это дело. Блин, надо выйти, зайти, чтобы вставить эту монетку, достать инвентарь. Блять, как долго. Нет. Значит, надо змею куда-то перемещать. Заключенный, старик, с левой стороны старик. Ну вот, получается. Может быть, змея вот сюда. Давай попробуем. На предпоследний. Да что ж такое? Да не вытащить, твою мать. Вот жопошники, а. Нет. Ладно, будем на этом серию заканчивать.
Продолжим следующий, что сказать, уже времени полно. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.